что он о вас думает сегодня, прямо сейчас. Ну, смотрите, здесь либо вы партнеру очень-очень дороги, ну, может быть и такое, почему бы нет, либо вы дороги партнеру, да, либо он пользуется вашим материальным ресурсом. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Предлагаю общий расклад Таро на тему, что думает, что чувствует, что планирует, что будет делать, как будет проявляться загаданный мужчина. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на своего мужчину. Этот расклад Таро для мужчин сегодня также подходит, если мужчины хотят посмотреть на ситуацию со стороны. По традиции мы начнем с того, что посмотрим, с какой ситуации вы пришли на расклад, кто пришел на расклад. Смотрите, вы или на дистанции сейчас, или вынуждены что-то менять. Причем ответственность женщина будет перекладывать на мужчину, а мужчина будет ответственность за перемены перекладывать на женщину. Поэтому первая карта, шестерка мечей, вынужденные перемены под чью-то ответственность. То есть кто-то что-то должен уже начать делать. Да? Когда начнется, непонятно. Кто начнет, непонятно. Но двигать как бы надо. Да? Куда-то в какую-то сторону, как говорится, надо рулить. Хорошо, дальше. Мужчина здесь пытается быть победителем, да, то есть он как бы хочет выглядеть, может быть, хочет выглядеть хорошо, успешно, не хочет проигрывать в этой ситуации, хочет что-то доказать и, хочет быть лидером, хотя ответственность может при этом и не брать на себя, да, то есть он реально хочет быть правым, успешным, главным, но не ответственным. Так часто, кстати, бывает в отношениях. Но, тем не менее, мужчина здесь пытается сыграть первую скрипку как бы в этом всем процессе. Для мужчины это, в принципе, свойственно, да, но женщина точно не первая. Если вдруг кто-то что-то начал, такое часто бывает, начал, да, со своей стороны, то мужчина начал первый, а женщина уже как бы или соглашалась, или не соглашалась, или подыгрывала, или не подыгрывала, да. Семерка мечей, есть нечестность, есть ложь, да, или обман, есть недоверие какое-то, может быть, даже слежка. Да, то есть вот такое тоже есть в этих отношениях. Кто-то следит. Следит, и она, знаете, как она центральная здесь, эта карта. Пока что центральной картой является слежка и недоверие, да. Ложь, обман, хитрость где-то, да. И смотрите, если центральной картой является недоверие, а первой картой является шестерка мечей, то есть где-то в коммуникациях у вас нет общего языка. Есть девятка мечей. Девятка мечей говорит о какой-то сложной тупиковой ситуации. И в ближайшем будущем, вот если вы будете продолжать в том же духе в отношениях, вы получите конфликт, сложную ситуацию. Как минимум из-за недоверия друг к другу или из-за того, что не можете, общего языка найти, да, вот так вот. Дальше смотрим. И еще в дальнем будущем, да, вот кто пришел на расклад, у вас дело движется к конфликту. К конфликту и к урегулированию вы будете вынуждены эту ситуацию урегулировать. Почему к урегулированию? У вас девятка и пятерка дадут необходимость урегулировать тупиковую ситуацию. Поэтому смотрите, на раскладе у нас пара, которая имеет в ближайшем будущем
ну, в ближайшем будущем имеет тупик, а в дальнем будущем имеет конфликт, да, и по итогу вынуждены будут урегулировать сложную ситуацию, да, в которой есть непонимание, ложь, обман, недоверие, слежка, да, вот такое есть. И мужчина начал вроде бы как начал первый, ну а женщина как бы вынуждена уже, ну, подстраиваться под эту ситуацию. Ну, например, мужчина стал первым инициатором отношений, женщина подстраивается. Мужчина начал там как-то вот изменять ход событий, женщина подстраивается. То есть женщина здесь подстраивается, а мужчина ведет. Но при этом есть разногласия, есть конфликтность, есть недоверие, есть попытки урегулировать. Как минимум уже сейчас есть 7 мечей, а 9 мечей, она, ну, как говорится, не за горами, да. Ну хорошо, давайте посмотрим. Давайте уточним, да. Первое. Вот есть 6 мечей. 6 мечей. И сразу спросим, зададим вопрос по 6 мечей. К чему все идет в этих отношениях? Пока вот на сегодня общая тенденция ясна, ситуация, да, а вот, как говорится, курс или фарватер, да, вот в чем вы плывете, куда вы плывете в этих отношениях. Ну, здесь понимание. Вы плывете в любом случае. Каждый из вас будет понимать, как быть дальше, да, и вы ищете это понимание. Ну, видите, по мечам оно и идет, в принципе. Ну, давайте так скажем. Вы идете в конечном итоге к облегчению, где будет понятно все станет ясно, все станет на свои места. И оно идет к тому, что вы будете независимы в этих отношениях. То есть зависеть друг от друга в этих отношениях вы не будете. Если сейчас женщина зависит от мужчины, почему? Потому что он, проявляя инициативу, вынуждает ее подчиняться, то в конечном итоге, скорее всего, пока что, если вы ничего не поменяете, вы освободитесь от этого. Дворец мечей – это не только понимание, но еще и свобода и, ну, как минимум, легкость, да, то есть облегчение. Поэтому вот так. Поэтому думайте сами, решайте сами, менять вам что-то в этих отношениях или не менять. Хорошо, идем дальше. Давайте спросим 6 жезлов. Чего добивается мужчина в этих отношениях? 6 жезлов – это стремление к победе, поэтому так и спросим. Чего он добивается в этих отношениях? Ну, тут два варианта. Либо он стремится, мужчина стремится быть за счет женщины. Такое тут тоже, кстати, может быть по этой карте. Либо стремится к тому, чтобы женщина была полностью финансово зависима от него. По карте первичнее первое, то, что я сказал, то есть пользоваться женским ресурсом. Но смотрите уже по ситуации у себя, да, если вы действительно не финансируете, и мужчина не альфонс, ну, тогда он стремится сделать так, чтобы женщина была зависима, как минимум материально, от него. Все-таки королева пентаклей, да. Поэтому либо пользоваться ресурсом женщины, либо сделать женщину зависимой. Смотрите по ситуации. В чем неправда здесь? По поводу чего здесь неправда? По поводу чего здесь неправда? Или как вас обманывает ваш партнер или партнерша, да? Здесь неправда в возможностях. Как минимум у мужчины возможностей намного меньше, чем он это транслирует. Это первое. Второе, здесь неправда может быть еще и в финансах, в том числе, в ресурсах. И все это мужское. То есть, скорее всего, мужчина, обещая одно, как минимум в деньгах и в возможностях, будет
реализовывать совершенно другое. Поэтому, может быть, здесь и недоверие есть, подозрения какие-то есть, наблюдения и так далее. Давайте тогда спросим, чего стоит опасаться в этих отношениях. Мы пока смотрим инсайты. Чего стоит опасаться в этих отношениях? Ну, здесь 4 кубков. Ну, прежде всего, по 4 кубков стоит опасаться пресыщения. Вам просто может, как говорится, банально надоесть это все, да, то есть, ну, например, вам надоело, ему надоело. Но самое главное опасение здесь, да, или суть тупика в отношениях в этой ситуации. Ну, каждый будет винить один другого, да, обвинять или перекладывать ответственность. Ты плохой, нет, ты плохая. Ты виноват, нет, ты виновата, да, я на тебя обиделся, я на тебя обиделась. Вот это по 4 кубков. Ну и опять-таки надоело. Здесь 9 и 4 дают 13 аркан, а 13 аркан это радикальные перемены, поэтому, ну, когда ситуация, если зайдет в тупик, да, то только радикальные перемены смогут изменить это. И вот давайте проверим, а нужно ли это менять. Видите, мы сегодня спрашиваем немножко такие финальные вопросы в начале, да. Ну, для чего-то ж, да, так выпадает. А нужно ли это менять? Но нужно это менять. Почему? Потому что дальше перспектива тогда отношений под большим-большим вопросом. То есть, если вы меняете что-то, то вы открываете перспективу. Если не меняете, ну, застреваете как бы в 9 мечей и в 4. И обе карты, ну, они блокирующие, да, то есть у вас, если вы ничего не меняете, то перспективы у вас точно не будет. А если меняете, то перспектива меняется тоже и достаточно быстро. У вас 5 и 3 жезлов дают 8 жезлов, поэтому вы выигрываете в скорости уже. То есть вы не проигрываете время, как минимум свое, может быть партнерское время. Что он думает о вас, мужчина, загаданный мужчина, ну, пусть женщина, если мужчина смотрит, что она думает о вас сегодня, сейчас? Что она о вас думает сегодня, прямо сейчас? Ну, смотрите, здесь либо вы партнеру очень-очень дороги, ну, может быть и такое, почему бы нет, либо вы дороги партнеру, да, либо он пользуется вашим материальным ресурсом. Тут по-другому, ну, никак не проиграешь эту карту. Дворец динариев это, ну, как бы 11, да, 11 монет, да, то есть это верх десятки материальной. Поэтому дворец на дворец падает. Ну, то есть, по сути, он думает о вас, ваш партнер сегодня, что дороже, чем вы, нету. Ну, если у вас прямо конфликт такой прямо сильный, и он действительно пользуется материальным каким-то аспектом, тоже смотрите по ситуации уже. Поэтому вы действительно самый дорогой человек. Поздравляю, но это может играть как в позитивном ключе, так и не в очень. Давайте еще раз проверим. Вот это королева динариев, да, здесь. Вот как раз и проверим, действительно ли он пользуется вами в материальном аспекте. Ну, смотрите, 7 динариев, опять динарии выпадают. Эта карта говорит вряд ли, наверное, нет. Поэтому вам лучше виднее. 7 динариев. Но опять-таки, здесь все равно динарии выпадают. И это говорит о том, что есть здесь бубновый интерес. Поэтому, если не деньгами, то каким-то другим моментом. Да? То есть, все равно использует. А каким образом? Ну, вам виднее. Да? То есть, скорее всего, финансовый вопрос не самый главный, если он не Альфонс. Все. То есть, мы уже к этому вопросу возвращаться не будем. Хорошо.
Боится? Нет, давайте так. А не манипулирует ли он? Смотрите, семерку проверим и императора. Не манипулирует ли он тем, что вы ему дороги? Не манипулирует ли он тем, что вы ему дороги? Может манипулировать. То есть то, что вы самый там дорогой человек, да, манипуляция maybe. Может манипулировать. И пятерка мечей. Самая плохая карта о предательстве и так далее. Поэтому я не скажу, что человек прямо там негодяй какой-то. Но мы спрашиваем. Да, может манипулировать. Давайте тогда спросим. С какой целью он манипулирует, да, что вы дороги ему, если тут и манипуляция, ну и какой акцент в этом есть, да, манипуляции. То ли он сам сомневается, уходить, не уходить ему, да, то ли не хочет, чтобы, хочет, чтобы вы за него держались. Вот так тоже может быть. Восьмерка кубков. Я ухожу, да, но мне как-то не хочется уходить. Если есть манипуляция, то есть он таким образом вас привязывает к себе. Это и логично, в принципе. С одной стороны, и привязывает он эмоционально к себе. Поэтому, да, может быть, для того, чтобы как бы по сути пятерку и восьмерку, если объединить, мы получим некую страсть, то есть поддерживать страсть и таким образом вас, страстную привязку эту, вас к нему и себя к вам тоже где-то так, да, то есть он где-то может быть себя так тоже поддерживает. А для чего он это делает? Что это ему дает в перспективе? Давайте спросим. Где-то для того, чтобы ничего не менять, чтобы не волновались ни вы, ни он, чтобы успокоить ситуацию, чтобы не было никаких резких движений ни с вашей стороны, ни с его, и чтобы никто ни о чем не думал. А что ему невыгодно, чтобы вы не думали, да? Чтобы он не хотел, чтобы вы думали, да? А он бы не хотел, чтобы вы думали, что он хитрее и умнее вас. Это разведчик-шпион. Вот она семерка. И вот он. Друзья, здесь явно ваш партнер, неважно, кто тут, мужчина или женщина, с разных сторон гадаете, сами понимаете. Что-то выигрывает, пытается выкрутить какую-то свою выгоду. Она как минимум упирается здесь. Либо в эгоистичное какое-то свое эго, да, чтобы потешить. Либо финансы. Материальная сторона. Обычно две, да, то есть чем движет, да, движет миром. Что движет миром? Деньги и любовь, да, чувства и финансовая сторона. Здесь и то может быть. Причем реально заявка на императора, она не подтверждается. Имейте в виду. Поэтому будьте осторожны. Здесь такой предупредительный расклад. Стоит ли действительно так опасаться партнера, если он такой валет мечей, да? Стоит ли действительно так опасаться партнера, если он такой валет мечей, да? Вот так спросим. Смотрите, он по этой карте он как бы потенциально может быть и опасен. Мечи все равно. Вы много чего не понимаете. Это раз по этой карте. Это надо как бы для начала понять, увидеть, да, вы не понимаете. И много чего вы не можете и не сможете принять в этом партнере. Поэтому даже если он и опасен, даже если он не опасен, то как минимум есть такие моменты, смириться с которыми в отношениях вам будет крайне тяжело. И это может быть действительно той точкой там, невозврата, да, или не продления отношений, или принятия решений, да, то есть здесь дело не в опасности, здесь дело в том, что оно как бы не движется, видите, здесь, а здесь движется, да, то есть по сути,
Либо вы будете зависеть полностью, да, получается, либо вы действительно будете не зависеть. Поэтому опасность у меня почему-то здесь вот сейчас приходит, да, она в том кроется, да, в чем кроется опасность? В том, что вы будете именно зависимы. Вот этот вот момент. Ну, давайте еще. Ну, финансовая зависимость, независимость здесь. Либо вы будете договариваться, да, ну, естественно, у вас и разговора и не хватает, да, то есть, либо вы договариваетесь, либо вы, ну, давайте так скажем. Либо вы договариваетесь, либо вы подчиняетесь и принимаете, что этот человек, он, ну, действительно лидером является. Поэтому вас и в любом случае ждет урегулирование вопроса брать-давать в этих отношениях. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что самое ценное. Проверим вот этот дворец, да. Что самое ценное в вас видит ваш партнер? Самое ценное. Ну, его глазами, да. Ну, здесь какая-то трансцендентность, какая-то связь прямо космическая, с одной стороны. С другой стороны, это сексуальность всегда, особенно женская сексуальность. И он видит разные качества в вас. То есть у вас есть некий баланс разума, ума, да, внешней красоты, чувственности. То есть всего понемногу, но в комплексе это дает ему возможность с вами быть на связи, да, то есть не терять вас. Но опять-таки у женщины это женственность прежде всего и сексуальность. Ну, а если это мужчина, ну, в мужчине тоже сочетаются все качества точно так же, да. Но прежде всего это чуткость, утонченность, чувственность и умение понимать. Но с другой стороны, у вас-то понимания так и нет. Почему нету понимания у вас? Потому что у вас мало коммуникации, то есть вы мало общаетесь, да, вот так. По поводу чего он в вас сомневается? Но он сомневается в вас, когда вы на дистанции, это может быть ревность. То есть он может вас ревновать. Может вас ревновать, и если у вас не было сексуальной связи никогда, то это тоже может вызывать в нем сомнения по поводу вашей сексуальности как таковой. Но рядом здесь мир, да, я говорил, что это сексуальность. Ну, может быть, он это не доверяет, может быть, он хочет проверить. Поэтому он бы хотел бы проверить вас на дистанции и понять, насколько вы сексуальны, если у вас не было еще до этого связи. А если уже была, то он хотел бы, может быть, какой-то верности, да. Давайте посмотрим. Действительно ли пятерка мечей? Здесь она звучит, действительно ли она звучит в контексте предательства? Предатель ли он или она? Ну или способен ли он, она на предательство? Вот так. Здесь сила. В принципе, карты говорят да, но с другой стороны есть контроль, с другой стороны нет. Все зависит от ситуации, от обстоятельств, к сожалению. Ну, давайте так и скажу, да, действительно, эта карта одолевать демонов, поэтому ни да, ни нет, и все зависит от того, что перевесит в каждый конкретный момент. Поэтому да, надежности нет, но однозначно от того, что этот человек предатель по какой-то там причине, да, нельзя сказать. Поэтому окончательно доверять нельзя, нужно проверять, ну и смотреть по ситуации все-таки. Хорошо, готов ли он вас терять? Готов ли он вас отпускать? Пока нет. Пока не готов. Пока не готов. А готовы ли вы? Готовы ли вы отдаляться и вычеркивать его из своей книги, своей судьбы, давайте так назовем ее.
Ну, а вы можете сейчас настроиться на свое чувство, да, и понять, да, действительно вы готовы или нет, и проверить себя просто по этой карте. Готовы? Давайте проверим. Нет, пока не готовы. Валет здесь чувств, поэтому как ни крути, а валет чувств всегда дает возможность что-то ощутить. Да, вот. Поэтому нет, не готовы. Ни он, ни вы не готов. Да? То есть вот так есть. Хорошо. Чем он вас блокирует? Чем он блокирует ваше сознание? Ну, у меня пока что есть такая блокировка, что он блокирует умом, речью и умением наблюдать. Вот чем он блокирует вас? Он вас реально блокирует. Это реально каким-то кармическим узлом блокирует. Видите, как интересно выпадает? Это речь всегда. Это всегда речь. Это знание, интеллект. Здесь он есть. Это весы. И знаете, у меня такое ощущение, что он как удав гипнотизирует вас. И он еще блокирует вас речью, взглядом и интеллектом. Ну и, может быть, вам просто жалко терять то, что вы уже настроили, да, и он вас к себе привязывает. Чем именно он вас к себе привязывает? Смотрите, весы на весы выходят, да, вот две карты. Чем именно он вас к себе привязывает? Ну, прежде всего, это своей энергетикой. Тут что-то есть какое-то прям, особенно у мужчины, это мужской стержень, да, сексуальность, харизма всегда, характер. Ну и, знаете, такой человек, у которого постоянно какие-то планы, какие-то идеи, какое-то такое оживление, да. Ну, это энергетика все равно в конечном итоге. Хорошо. Давайте посмотрим, вот что он планирует делать, его планы на вас. Что он планирует делать? Ну, смотрите, здесь королева мечей. В любой момент может все разорваться. Вам нужно быть, быть готовой или готовым, да? И женщина, кстати, здесь может в любой момент разорвать все, и мужчина, да, такая карта, весы. Поэтому что он планирует? Пока что он не планирует разрывать, но он планирует взвесить все. Все хорошенечко взвесить. И, может быть, в этой ситуации это и хорошо взвешивать все, да. Но, тем не менее, он пока что планирует хорошо подумать. Хорошо. Насколько сильно он вас ревнует? Настолько сильно он вас ревнует, насколько сильно вы чувствуете это. Но если здесь ревность, да, в этой карте есть ревность, поэтому да, он вас сильно ревнует. Почему говорю о том, как вы чувствуете, это рядом весы, это разум. Ну и в принципе идет это по рыцарю, и разум на разум здесь выходит. Ну, давайте так скажем, вы сами знаете, насколько это сильно. Но по королю это сильно, это устойчивая ревность. То есть ему вас не хватает, этому партнеру. Давайте так скажем, насколько он вас ценит в постельном режиме или в аспекте близости. Насколько он вас, насколько баллов он вас оценивает вот в этом режиме, да, в интимном режиме. Но он считает вас пассивным игроком в этом процессе. То есть, если вы возомнили себя, королевой или королем, нет, вы паж. Поэтому вы вы ведомый, действительно, да, вот если там смотреть туда. И вы, как ребенок идете, да, то есть это, или жертва, это, или, он альфа, а вы омега, вот так, да. Окей. Насколько он оценивает себя в этом режиме? Давайте проверим короля жезлов как раз. Рядышком карты лежат, почему не проверить? Но вот себя-то он двояко может ощущать. Когда как? Иногда он себя считает орлом и ураганом, а иногда просто сквозняком и холодным ветром. Так.
и просвистел, да. Ну, рыцарь мечей. Рыцарь мечей, в принципе, это больше такой холодный какой-то ураган, но это близнец, поэтому по королю он может и так себя чувствовать. Поэтому и хорошо, и плохо, то есть двойственно, да. Иногда он себя и переоценивает, а иногда недооценивает. Если здесь середина, вряд ли. То есть он в неких крайностях себя там ощущает, да, вот в этом аспекте. Есть ли смысл вам держаться за эти чувства? Пожалуй, проверяем. Это паш, лишенный смыслов. Да, пока что есть смыслы. Здесь опять дворец жезлов. А дворец жезлов, то есть ваши планы и его планы еще не проиграны полностью, да, то есть, они не еще, эти отношения не исчерпали себя, поэтому есть ли смыслы? Да, они не исчерпаны, перспектива есть. Хорошо, а если вы все-таки разорвете эту связь, вдруг по какой-то причине решите выходить из отношений, тогда что? Ну, тогда вы будете действительно свободной, особенно женщиной. Да, то есть, здесь нужно и быть очень сильно уверенной в себе. Если вы в себе уверены на 100%, то, в принципе, можете разрывать эти отношения, да, то есть, что вам это даст? Даст свободу все-таки, да, то есть то, о чем мы говорили. Вот он дворец этот, да. Свободу, независимости, может быть, даже и где-то даст возможность исцеления какого-то, может быть, души, может быть, физическое. Как минимум, энергетически вы будете наполняться. Какая идея может помочь вам в отношениях? Проверяем вот эти две карты. Идея, которая может помочь в отношениях. Смотрите, идея, которая может помочь в ваших отношениях, еще учитывая то, что здесь есть шестерка, это говорит о том, что у вас, условно говоря, свой ресурс под контролем, у него свой ресурс под контролем. У вас свой кошелек, у него свой кошелек. У вас своя касса, у него своя. То есть финансовая независимость может помочь вам и быть неплохой идеей, и тогда выровнять, может быть, позицию брать-давать и позицию независимости. То есть, например, если там мужчина альфонс, то альфонсом он быть не должен, да, или его запросы должны быть ограничены. Это, к примеру, как к мужчинам, да, но и то же самое и женщин тут может касаться. Давайте тогда спросим. Если вдруг есть соперница, какое место она занимает в его жизни? Если таковая есть. Просто тут задаем сейчас дополнительные вопросы. Она все меняет, и она очень лишний человек. Лучше бы ее не было. То есть она вносит в его материальные планы хаос и неразбериху. И где-то она считает, что она ведет какую-то праведную, какое-то оказывает праведное влияние, но оно может быть и неправедным. В принципе, такая карта неустойчивая. Хотя здесь по этой карте она себя считает святошей, да, по идее. Хорошо, а что вам делать, если есть треугольник? Или как себя вести в треугольнике? Здесь двойка жезлов. Вы должны быть как можно независимей от мужчины. Карты так подсказывают. Будете ли вы вместе? Да, такая возможность пока что есть, хоть она и неустойчивая, но она сохраняется. И очень многое зависит от вашей энергетики. Энергия. И рядом энергия. Смотрите, очень много карт. 1, 2, 3, 4, 5. Прямо они друг с другом связаны. А вот еще энергия рядом. И вот энергия. Смотрите, оно все связано здесь. Нету разрывов. Хорошо. Почему вы на этом раскладе оказались сегодня? Ваши отношения, потому что действительно трещат по швам. Они для вас действительно имеют большое значение. И, может быть, вы недооцениваете себя в этих отношениях.
или идеализируете своего партнера в этих отношениях. Но, как минимум, для вас этот расклад очень важный, и отношения действительно находятся на грани. На грани. Ну и совет вам от карт Таро. Совет «Разбитое сердце». Ну, первый совет, естественно, будет «Берегите сердце». Второй совет – пытайтесь наладить коммуникацию, если вам эти отношения действительно дороги. Ну, а если уверены в себе на 100%, особенно если вы королева жезлов или король жезлов, то рвите, а там будет видно. Увидимся, услышимся, на связи и па-па.